начался дождь. На штат Химачал-Прадеш обрушились самые мощные ливни. Удовольствие такое трешовое. Не зря приехал. Рерих влюбился в дом и купил у Раджи. Отправились в путешествие по Центральной Азии на поиски Шамбалы. Богу Вишну 17 века. Я еду через Индию к Гималаям, от шумного Дели и дорог Манали к Ладакху, древним монастырям и далекому Занскару. Это путь в другую Индию, возвращение в Шамбалу. Хочу продемонстрировать, что такое автобус Volvo полуслипер. Нажимаешь на кнопочку и делается оба. Ты действительно полуспишь, полулежишь, полустоишь, полубежишь. Ну что, какой-то момент удовольствия даже появляется в этом приключении. Вот они, первые обезьянки появились. Замечательный, конечно, город. Кого-то чуть не сбили, а я чуть не вылетел в окошко. Ну так все весело, под индийскую музычку. Итак, в 6 часов вечера автобус компании Lakshmi Travels стартовал из города Дели в сторону Гималаев, город Манали. Билеты были куплены прямо в тот же день на вокзале Кашмири Гейт за 1600 рублей. Первый день. Прибытие должно было быть в 7 утра. Вау, 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 какие остановочки делает Lakshmi Holidays Bus. Прекрасное меню. Пробуем местную достопримечательность индийскую. Пани-пури называется. Как говорится, только ленивый не попробовал. Это замечательное блюдо. Называется пани-пури. Берется. Я, кстати, это импровизация, не знаю, что это называется, как это делается. Берется вот такая вот фигня, не знаю, что это. Заливается туда. Оно это что-то с фантой, не понимаю. Ну все, вот так. Отлично. Вот это было уже опасно. Что-то остренькое и вонючее. Фанта мне понравилась больше. С чего это вдруг они решили дворец такой отстроить? А тем временем хорошая погода подошла к концу и начался дождь. Что происходит, непонятно. Но явно мы никуда не едем.
Вот так вот мы и встали на ночь. Ждем, пока закончатся молнии. Ждем, пока откроют дороги. Непонятно, чего ждем. भाई आगे पानी है नहीं आगे पानी है क्या? भाई बाय चाल चौकी नहीं जा रहे В июле и августе 2023 года на штат Химачал-Прадеш обрушились самые мощные ливни за последние 50 лет. В результате наводнений погибло более 200 человек. Было разрушено множество дорог и жилых построек. По-моему, мы плывем. Очень интересный экспириенс. Но комментировать не буду. В итоге автобус не доехал до Манали. Высадил где-то на дороге, не доезжая до небольшой деревни Манди. И каждый пассажир сам себе искал попутку до конечной цели. Вот, короче, в двух словах. Автобусу дальше ехать не дали. Дороги большие, запертые. Пришлось ехать с таксишками маленькими по каким-то козьим тропкам в Гималаях. Ну, удовольствие такое, трешовое, прямо скажем. Лех-Манайский автобан полностью разрушен. Полностью. Это муниципальная дорога номер 3, отрезок между Манди и Манали. Лех-Манайский автобан будет после Манали. Вот что осталось от автобана. Вот рюкзак мой синенький на машинке. В очереди стоит и ждет. Попытка вытащить грузовик из кювета. Мы постепенно въезжаем в долину Куллу. Между тем выглянуло солнышко и стали открываться фантастические, невиданной красоты пейзажи. И вот, наконец, мы прибыли в город Нагар, штат Химачал-Прадеш. Боже мой, не прошло и суток. Сколько там? 19 часов. Автобус, такси, торговля с таксистом, который, как всегда, хотел больше, чем заказывал. Был послан туда подальше. А теперь надо идти гулять. Город Нагар расположен на правом берегу реки Биас, в долине Кулу. В 15 веке это была столица королевства Кулу. Ну, травка на месте, все в порядке. Я спокоен. Не зря приехал. Вот совершилась мечта идиота. Приехали в город Рериха, Нагар. Сейчас пойдем в дом. А это... Ура, наконец приехали. В город моей мечты. Город Рериха. Как он называется? Как называется?
Мальчик, перед камерой не надо ходить, себя учили? Не учили. Ну хорошо. Долго ли, коротко ли, приехали наконец в город Рерих-ан-Нагар. Сейчас посмотрим его домик. И сзади Кастел, королевский дворец Нагара. Здесь жил когда-то король. По Нагару очень приятно и удобно гулять. Существует только одна дорога, которая серпантином уходит куда-то вверх в горы. По ней можно идти, наслаждаясь потрясающими видами, увидеть все старинные храмы и в конце концов дойти до дома музея Рериха. Сегодня в Нагаре какой-то религиозный праздник. Это храм Трипура Сундари, посвященный богине Дурге. Походу, сегодня какой-то праздник намечается у ребят. Тетеньки лепят лепешки. Все местные мужчины носят на голове традиционную химачальскую шапку. Так выглядит традиционный химачальский дом. Это просто невероятный, волшебный, уютный, красивый, атмосферный город. Такая смесь современного курорта и химачальской традиционной культуры. Просто кайф. Это усадьба выдающегося русского художника, мыслителя, путешественника и общественного деятеля Николая Константиновича Рериха, где он прожил со своей супругой Еленой последние 20 лет своей жизни. Коттедж был построен английским полковником Генри Рерихом и принадлежал тогда Радже Манди, царю Нагара. Рерих влюбился в дом и купил Раджи. Поселился там со своей семьей, женой и 2 детьми, Юрием и Святославом. Вообще домик напоминает простую российскую дачку. Класс. Даже машину его сохранили. Можно заглянуть в его квартирку. Художник прожил в этом доме 18 лет. Здесь он встретился с 2 будущими премьер-министрами Индии – Джавахарлалом Неру и его дочерью Индирой Ганди. В 1923 году Рерих и его семья отправились в путешествие по Центральной Азии на поиски Шамбалы, утопической земли счастья и мира. В буддийской мифологии это страна царя Сучандры, символический центр мира, окруженный 8 снежными горами, напоминающий цветок лотоса. У пришедших в Шамбалу открываются центры мудрости. Фантастический дом. Просто дух захватывает, мурашки по коже. Сочетание красоты природной, красоты творчества и красоты его мыслей и изысканий. Это фантастика. Какие интересные чувства здесь испытываешь. Это домик его сына, Святослава. Его сын Святослав с женой Девикой Рани Рерих, болливудской киноактрисой, больше времени проводили в имении под Бангалор, но на летние месяцы нередко приезжали в Нагар в летнюю мастерскую.
1913 году Николай Рерих неожиданно загорелся идеей совершить путешествие в Индию на поиск неких священных знаков, оставленных древними народами в эпоху Великого Переселения, связующих разные культурные миры – Запад и Восток, Россию и Индию. Место самадхи или место кремации философа. На хинди выбиты слова. 15 декабря 1947 года здесь было предано огню тело Махариши Николая Рериха, великого русского друга Индии, Ом Рам. Пришли на какое-то индуистское сборище, не знаю даже, что это означает, но все едят прасад. Прасад — это освященная еда, она бесплатная, ее есть могут вообще все. Попробуем водичку, которую первый раз я в жизни налил не из бутылки, а из какого-то чайничка индийского. Завтра узнаем. Честно говоря, немножко волнительно, что он такой перевести, причем даже руками. Вкусно. Сладкая каша. Вот дали немножечко покушать. Наконец-то. Вообще весь день не ел. Храм Трипура Сундари построен из кедра и посвящен богине Дурге, одной из главных богинь в индуизме, служащей прообразом Божественной Матери. Трипура Сундари – одно из воплощений Дурги, прекрасная, вечно юная, повелительница всех миров.
без творческой энергии которой не может творить даже Брахма, создатель Вселенной. Стены и постройки внутреннего двора украшены уникальной резьбой, которая сохранилась с 17 века. Ну что? Доброе утро, страна. Какой пипец, блин, на улице стоит. Надо сказать, что я понял, почему здесь все хорошие, такие веселые и довольные. Потому что здесь стоит всегда стойкий запах травы. Она растет везде, повсюду. Вот она, И в огромных количествах. родная. Это была шутка. То есть какая шутка? Это полный серьез. Мое любимое место. Такой таинственный домик в лесу. Очень похож на шварцвальдские домики. Вот это отель-ресторан, судя по всему. Я сегодня монах, потому что здесь есть храм, очень важный. А на самом деле это Королевский дворец в Нагаре, он же отель, он же ресторан. Сейчас пойдем. Мы сегодня беременны фотоаппаратом, поэтому у меня такой импозантный вид. На самом деле очень интересная легенда. Там написано, я сейчас сниму и покажу вам. Написано, что все боги и богини мира превратились в пчел. Собрали мед в округе и принесли его сюда. Вот он, тот самый святой камень, который принесли пчелы с перевала Ротанга. Что это за интересная постройка, так никто и не рассказал. Это храм, посвященный богу Вишну 17 века. Это памятные камни, посвященные женам умерших князей, которые сделали обряд сати, самосожжения. Говорят, по замку бродит привидение одной княжеской жены. Такой краеведческий момент. Она бросилась в пропасть после того, как на ее глазах обезглавили музыканта, с которым заподозрили ее в любовной связи. Все скрепы, так сказать. Вот такую подходящую музычку мы сейчас покажем опочивальне вот этого прекрасного короля. Ну вот теперь это номер в отеле. А вообще, как бы тут этот король нагарский или кулийский, не знаю, регион Кулу, фиг знает, как его правильно почитать, произносить.